Я проснулся, ощущая, как веревки вгрызаются в кожу, не позволяя даже пошевелиться. Мое тело было привязано к дереву, как если бы я был просто добычей. Это были браконьеры. Они меня избили, оставили умирать, отомстив за годы моей борьбы с их нелегальным бизнесом. Но это было не самое страшное. В нескольких шагах от меня стоял медведь. Огромный, массивный, с янтарными глазами, которые прямо вонзались в мои. В воздухе царила напряженная тишина. Я даже не мог дышать. Вдруг, как будто у зверя была своя цель, он встал на задние лапы. Его рост достиг 3 метров, и я почувствовал, как земля подо мной сотряслась. Он поднял свою огромную лапу и замахнулся. Я зажмурился, готовый к смерти. Но вместо того, чтобы почувствовать когти, я ощутил лишь резкий толчок по веревке. Я открыл глаза. Медведь целился не в меня. Он рвал веревки, пытаясь освободить меня. Тогда я понял. Этот зверь пытался меня спасти. Он снова опустился на лапы и подошел ближе. Его морда оказалась так близка, что я почувствовал его дыхание. Он обнюхал меня, урча, а затем внезапно ухватился зубами за веревку и потянул. Он рвал ее изо всех сил, но она не подавалась. Канаты были слишком мокрые от росы, а узлы слишком туго затянуты. Медведь рыкнул от злости и ударил лапой по стволу дерева. Кора взлетела в стороны. Его когти начали разрывать веревки с такой точностью, что я едва верил своим глазам. Он знал, что если будет действовать слишком резко, он может повредить мне плечо. И вот тогда я увидел это. Длинный шрам на его боку. Он был скрыт частично под шерстью, но я сразу узнал его. 3 года назад я спас этого медвежонка. Его мать была убита браконьерами, а его самого ранили, когда он пытался защитить ее. Я забрал его, вылечил, кормил из бутылки. Когда он оправился, я отпустил его в лес. И вот он снова передо мной, выросший, сильный и готовый рисковать своей жизнью ради меня. «Малыш», – прохрипел я, едва сдерживая слезы. «Это правда ты?» Он дернул ухом, как будто слушал меня, и обернулся, глядя прямо в глаза. В его взгляде была такая связь, которую я не мог объяснить. Он ткнулся носом в мою щеку и урчал, как тогда, когда был маленьким. Но тут послышался вой, и медведь резко насторожился. Стая волков, я слышал их приближение. Они были рядом, и медведь не покинул меня. С удвоенной яростью он продолжил рвать веревки. Он не сдался, пока одна из них не лопнула. Я чувствовал, как мои руки освободились. Но я все еще был прикован к дереву. В то время, как медведь продолжал бороться, я заметил тени между деревьями. Волки. Их было уже 6. Я знал, что если стая решит атаковать, они легко победят. Но медведь встал на задние лапы, вглядываясь в приближающихся хищников. Его рев был настолько громким, что земля, казалось, задрожала. Но волки не отступали. Альфа-самец, с шрамом через морду, дал команду, и волки начали окружать нас. Медведь был перед выбором – продолжить бороться за мое освобождение или защитить нас обоих. Он встал в стойку, выставив свои когти, и издал такой рев, что мне казалось, он разорвал воздух. Он был готов сражаться до последнего. Волки начали атаковать. Медведь отбрасывал одного, ловил другого, но стая не отступала. Они старались обойти его, выматывая его атакующими ударами. Я видел, как медведь устал, как его рана на бедре расползается кровью. Но он не сдавался. В один момент один из волков был сбит с ног, его когти скользнули по земле, а медведь продолжал сражаться, не давая им ни единого шанса. Волки отступали, но я видел, что они готовятся к следующей атаке. Но медведь был решителен. Он поднялся, и его рычание заставило волков замереть. Альфа оценил ситуацию и понял, этот бой не стоит продолжать. Он отдал команду на отступление. Я с трудом поднимался на ноги, обессиленный, но чувствовал, что я жив. Медведь подошел ко мне, проверил, не ранен ли я, и снова сосредоточился на веревках. Он снова рвал их зубами, помогая мне освободиться. И вот, наконец, я был свободен. Медведь стоял рядом, тяжело дыша, его кровь еще капала, но он не отступал. Я достал аптечку, собрав последние силы, и обработал его рану. Он терпел, как и в старые времена, когда я лечил его маленькие травмы. Когда я закончил, медведь урчал, как благодарный котенок. Мы сидели рядом, оба вымотанные, но живые. Мы прошли через смерть вместе. Медведь первым встал на лапы, и я понял, что он готов уходить. Я протянул руку. «Погоди, малыш».
Он остановился, подошел ко мне и дал мне прикоснуться к его шершавой морде. Я почистил его за ухом, как когда-то, и почувствовал, как его тело слегка дернулось от удовольствия. Его янтарные глаза встретились с моими в последнем взгляде, взгляд, который говорил больше, чем слова. Это было прощание. Он развернулся и направился в лес. Его фигура растворилась в зелени, а я остался сидеть у дерева, потрясенный тем, что только что произошло. Вокруг меня валялись порванные веревки, и земля была изрыта, как после настоящей битвы. Но я знал одно: этот медведь не забыл меня. И он вернул мне долг.